Всем привет, это новости с Чалом, и с вами, собственно, Сергей Чалы. В прошлые четверг и пятницу Лукашенко провел два больших мероприятия. Присуждение степеней ученым и совещание по ценообразованию с чиновниками. И несмотря на, казалось бы, совершенно разную тематику, было что-то, что объединяло эти два события. И не просто объединяло. Лукашенко внезапно на каждом из них 2 дня подряд начал повторять буквально слово в слово одни и те же рассуждения, никак не связанные с тематикой этих мероприятий. Похоже, Лукашенко нашел все же для себя железобетонные аргументы, почему навязываемые Западом свободный рынок, демократия, права человека и свободы не подходят для Беларуси. Аргументы эти сводятся к следующему. О какой свободе ценообразования может идти речь, когда Запад вводит санкции против российской нефти и нефтепродуктов? О какой демократии и правах человека может идти речь, когда в США во время штурма Капитолия 6 января 2021 года убили ветеранку ВВС США? Экономический аспект мы уже обсудили в последнем выпуске «Чалы и экономика», а сейчас мы остановимся на политическом аспекте. И с сожалением приходится констатировать, что выбран был самый легкий, а потому и самый неверный путь. Обратная карга, о котором мы уже однажды рассказывали в нашей программе. Вы думаете, у нас нет демократии? Так это и у них нет демократии, ни у кого ее нет. А вот на сравнении белорусских протестов со штурмом Капитолия мы остановимся подробнее. Лукашенко говорит, и там протесты вызваны результатами выборов, и там застрелили протестующих. При этом у вас почему-то демократия, а у меня почему-то диктатура. И действительно, в обоих случаях мы имеем дело с нежеланием действующих президентов расставаться с властью в результате демократической процедуры. Дональд Трамп заранее заявлял, что не признает результата выборов в случае своего проигрыша. А Лукашенко знал, что в случае своего проигрыша нарисует себе любой результат, который захочет. Весь вопрос в том, что же в конечном счете важнее. Демократический порядок, основанный на соблюдении процедур, или хотелки одного человека? Американцы, Запад нас всегда к этому толкали. Демократия, права человека. Читай, что хочу, то и ворочу в стране, что хочу, то говорю. И это как раз разные вещи, не одно и то же. В случае США демократия победила, в случае Беларуси демократия проиграла. И эти примеры при всей своей внешней схожести прямо противоположны друг другу по смыслу. И это есть классический пример логической ошибки под названием ложная эквивалентность. Но Лукашенко это не смущает. Ему кажется, что он как персонаж рассказа Шукшина срезал своих оппонентов. И этим самым, двумя примерами, их масса, я вам доказал, что никакой демократии у них нет. Никаких прав человека, никакого свободного рынка и свободного ценообразования. Но вот кто эти оппоненты? Это самое интересное. Ведь с Лукашенко уже давно никто не общается из западных политиков, что совершенно не мешает ему рассказывать, как он с легкостью всех их побеждает. Они уже мне об этом сегодня не говорят. Уже и о диктатуре не говорят. Как только рот раскроют, я им конкретные примеры. И это уже даже не хлестаковщина, это уже общение с воображаемым собеседником. Так и хочется спросить, они находятся сейчас с нами в этой комнате? Раньше, кстати, Лукашенко от обвинений в диктатуре отбивался совсем другим способом. Вот, например, винтажные уже кадры из интервью его британским СМИ в 2012 году. И вы это говорите, это диктатура. Да нет у меня ресурса для диктатуры. Вы понимаете? Ресурса нет. Я еще раз говорю, что для того, чтобы диктатором быть, нужно иметь ресурс. Это во-первых. И нужно родиться диктатором. Я не диктатор. У меня нет природного газа, нефти, ядерного оружия и прочее. О чем вы говорите? Если бы только я посмел сегодня действовать как диктатор, кушать людей на улицах, вешать их или еще подобное что-то, да меня просто и правильно бы сделали, меня бы снесли. Как видим, именно сейчас заиграла новыми красками фраза «если бы я действовал как диктатор, убивая людей на улицах, меня бы снесли». Что называется, фраза от создателя «если бы я похвалил Гитлера, я перестал бы быть президентом». Якобы Лукашенко когда-то похвалил Гитлера. Я об этом говорил. Это абсолютная глупость в Беларуси. Если бы я это сделал, я бы уже, наверное, давно президентом не был. Обычная фальсификация, фальшивка, самая настоящая, сфабрикованная в Польше при содружестве нашей оппозиции и ЦРУшников. Позабытый, казалось бы, аргумент «я не диктатор, просто у меня ресурсов нет» получил второе рождение буквально на днях. Вот как Лукашенко на встрече с учеными объяснял, почему Зимбабве выгодно сотрудничество с Беларусью. Уникальная страна, красивая, достаточно развитая, но самое главное, богатейшая страна. Естественно, не всех туда они пускают. Они хотят дружить с равными. Я ему прямо сказал, у Беларуси нет рычага, где-то там тебя наклонить, санкции ввести,
Если ты будешь связан с Белоруссией, и вдруг кто-то очумелый придет в Беларуси к власти и пойдет на разрыв отношений, нет у нас таких рычагов. Что это, как недословное повторение, теперь уже в виде «я не колонизатор, просто рычагов у меня для этого нет». Причем теперь уже, в случае с диктатурой, мы-то знаем, что этот довод в действительности означал сожаление. Я же раньше почему такой демократичный был? Просто ресурсов у меня не было. То есть мне не хотел, а не мог. И с колониализмом, похоже, та же история. Вот как Павел Швидко, заведующий сектором экономики зарубежных стран Института экономики Национальной академии наук Беларуси, говорит о перспективах сотрудничества с Зимбабве. Страны Африки представляют собой сосредоточение колоссального экономического потенциала, связанного с огромными запасами полезных ископаемых, наличием трудовых ресурсов, быстрыми темпами увеличивается средний класс, что создает новый емкий потребительский рынок, в том числе для экспорта белорусских товаров и услуг. То есть перевожу теперь с чиновничьего на человеческий. Все, что нам нужно в Африке, это полезные ископаемые, дешевая рабочая сила и рынок сбыта для наших товаров. И что это, как не колониализм? То есть теперь вы понимаете, что Лукашенко в своем воображаемом мире думает: это у меня раньше диктатура неполноценная была, а с золотом, алмазами и литиями, эта штука будет пострашнее Фауста Гёте. А уж с ресурсами и рычагами уже можно будет не возмущаться неоколониальным переделом мира, а даже попытаться в нем поучаствовать. Вот, например, что он говорил в пятницу. Мир начали переделывать. Мир начали по-новому переформатировать. Он не будет таким, как вчера. Не говоря уже о том, как был позавчера. Кто делит этот мир? Не мы же. Мы участники этой дележки, на которые нацелены хищнические взгляды крупных государств. И кто будет в результате этого неоколониализма владеть частями мира? Вопрос. Что делать нам в этой ситуации? А вот что он говорил в четверг. Это момент. Маятник качнулся в вашу сторону. И надо использовать это время, потому что завтра будет поздно. Напомню, согласно Лукашенко, вот эта передележка мира началась с коронавируса, который именно для этого искусственно и запустили. То есть в данном случае мы имеем дело именно с конспирологическим мышлением. А что всегда отличает такого рода конспирологическое представление об устройстве мира? Это несоответствие глобальным притязаниям теории, которая должна объяснять вообще все, мелочности и разрозненности фактов, на которых она базируется. Именно в силу того, что теория-то ложная. То есть это всегда будет ссылка на какого-то знакомого инсайдера, таксиста, девочку Катю, блогерши из Италии, и так далее, и тому подобное. И я долго думал, на чем были основаны убеждения Лукашенко о том, что Европа замерзает, дома топить нечем, пока он сам во время одного из своих флешмобов по колке дров не проговорился. А если серьезно, латыши там уже скамейки начали рубить на дрова, ты видел? То есть вот он, этот источник. Это новость октября прошлого года про 15 автобусных остановок на латвийских дорогах, подвергшихся по непонятным причинам вандализму. А если серьезно, в Чесменском районе Челябинской области местный безработный разобрал именно на дрова единственный общественный туалет, куда ходили медики местного фельдшерского пункта. В самом здании этого пункта туалета нет. Как, впрочем, нет классического городского, или как в России его называют, теплого туалета примерно у пятой части российских домохозяйств. Интересно, ждать ли нам сейчас флешмоба от Лукашенко и его миньонов «Нарубим дров для братской России». Дров для России, потому что туалетами россияне обеспечивают себя по привычке во время захватнических походов. Историческая память, я вам скажу, сильная штука. Сколько времени, казалось бы, прошло с Первой мировой войны, а руки-то помнят. Вот карикатура 15 года изображает русских солдат, возвращающихся из Львова, тогдашнего Лемберга, с добычей, среди прочего, ночными горшками. Иногда хочется поверить в существование не только коллективной исторической памяти, но и индивидуальной исторической памяти. Я например, с удивлением для себя обнаружил, что Евгений Пригожин, удививший всех новой тактикой ведения боя под Махмутом под названием «Мясорубка», как он сам ее называет, не просто продюсер фильма «Ржев» 2019 года, но еще и внук участника печально знаменитой битвы под Ржевом. И как Ржев в 43-м, так и Бахмут ровно через 80 лет стали символом огромных потерь в живой силе. Тех самых потерь, которые, как мы рассказывали в прошлой передаче, похоже, безвозвратно подорвали могущество Евгения Пригожина и его ЧВК в России. И вот он сам подтвердил, что возможность пополнения личного состава наемниками из российских тюрем для него теперь закрыта. И даже в сердцах пригрозил уйти из России и сосредоточиться на своем бизнесе в Африке. В контексте стремительного падения влияния и нужно рассматривать попытку вагнеровцев дважды войти в одну реку. Именно как прощальную гастроль музыкантов. Речь идет об очередном видео, предположительно казни кувалдой одного из дезертиров, вымененного из украинского плена. Причем история повторяет предыдущую, вплоть до малейших деталей.
включая то, что оба раздавали интервью и включая даже такое крайне малоподобное. Шел по украинскому городу, получил удар по голове, очнулся в расположении базы Вагнера, и вот меня сейчас будут судить за предательство. И, похоже, действительно что-то необратимо изменилось в отношении к Пригожину в России. При практически полной идентичности истории о кувалдении реакция общества оказалась диаметрально противоположной. Вместо шока и трепета всеобщее отвращение и даже недоверие. Реакция Пригожина на реакцию общества тоже отличается разительно. Вы помните про первого Евгения Нужина «Собаке собачья смерть», про второго Дмитрия Якущенко, герой, который не просто сдался в плен для того, чтобы выведать расположение противника, но еще и воскрес. В новом видео живой Якущенко рассказывает о том, что его просто простили. То есть, еще раз, всеобщее недоверие вместо всеобщего страха оказалось столь сильным, что нашлись те, кто не поверил и второму видео, мол, непонятно, когда именно оно было сделано. И тут Пригожин совершает свою последнюю ошибку, которая в моем представлении и поставила крест на его перспективах в России. Гораздо больше, чем его политические и военные неудачи. Своим Пригожина камео в еще одной, необязательной уже совершенно серии, он окончательно разрушил то, что могло было бы стать его лучшим кинематографическим достижением. А о том, что всю эту историю с кувалдой нужно воспринимать как именно художественное высказывание, а не политическое, прозрачно намекнул сам Пригожин. Дети развлекаются. Вы думали, фильм про Якущенко – односерийная драма «А зори здесь тихие»? Но, думаю, больше он похож на «17 мгновений весны». Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Приводит слова Пригожина его собственная пресс-служба. Последняя и, подчеркиваю, лишняя серия окончательно лишает нас, зрителей, возможности открытой интерпретации фильма, когда все три его части могли быть с равной вероятностью расположены в любом порядке. Хотите – получайте СНАФ с публичной казнью. Хотите – историю воскрешения. Хотите – историю розыгрыша. И это ставило бы прощальный фильм продюсера Евгения Пригожина в ряд с такими шедеврами, как «Мементо» Кристофера Нолана, «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино или «Уикенд» Жан-Люка Годара. Последнему, кстати, принадлежит манифест такого рода кинематографов. В фильме должно быть начало, середина и конец, но не обязательно в этом порядке, как и в жизни. В общем, тщеславие Пригожина и погубило. Или, иными словами, люби не себя в искусстве, а искусство в себе. И последняя рубрика на сегодня. Прожектор импортозамещения и о прекрасном в одном флаконе. Книга мемуаров принца Гарри запасной выйдет в формате саммари, который предполагает пересказ основных тезисов. В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее. Автор прочитал книгу на английском языке и пересказал своим языком, заявил «Коммерсанту» гендиректор издательства. Предполагается, что таким образом удастся решить проблему доступности литературы нон-фикшн, на издание которой не удается получить лицензию. И это, похоже, тот самый случай, когда уже жизнь подражает искусству, а не наоборот. Реальностью становится знаменитый анекдот. Что-то мне ваш Повороте не понравился, картавит, в ноты не попадают. А вы были на концерте Повороте? Нет, мне просто Рабинович по телефону напел. Предлагаю не останавливаться на достигнутом и дополнить изложение книг и перепевание опер забытым искусством времен моего детства, перепоказыванием фильмов. А дальше чего? Ну чего? Те скачут, а это тут прискакивает, а он с другим гуляет. Он говорит, ты чего, говорит, ботинки носишь? Какие ботинки? Мужнины! А он ему в живот, апа! Тот брык, а стен здоровый, кирпичный, догоняет другого, бэмс! А тот никак. Ты, говорит, уже тоже не жилец. Пришли на кладбище ночью, могилу разрыли, а там черепушка от мертвеца. Что делать? Бедный Юрик. Какой Юрик, Никулин? Да нет, что ты! Иностранец какой-то, а наследник вот этого. Стоп! Спокойно. Разворачивает. Как? Дальше не надо, пойду сам посмотрю. Давай, классный фильм. Это были новости с Чалым. До встречи через неделю. Пока.
Уважаемые телезрители, теперь у вас появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с карты на карту и криптовалютой.